Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на канале Клубок Желаний. Сегодня хочу вам показать новую пряжу. Вернее, эта пряжа новая для меня. Я уже видела обзоры других рукодельниц на эту пряжу, поэтому я решила ее купить. Она меня очень заинтересовала и нашла ее на Озон. Это носочная пряжа Карелия от Astra Premium. Вот так она продавалась. Два моточка в комплекте, мотки одного цвета. И я взяла две расцветки по два мотка. Еще в этом магазине я увидела вот эту пряжу. Меня очень заинтересовал ее цвет. Это также пряжа от Astra Premium, называется Панда. У меня есть идея связать жилет а-ля Кучинелли. Фотографию я вам ставлю. Я нашла 3 схемы узора. И обязательно вместе с вами свяжем этот узор по одной из схем. На жилет я взяла 4 моточка. Очень надеюсь, что мне их хватит. Я сейчас распакую всю пряжу и рассмотрим этикетки поближе. Рассмотрим этикетку поподробнее. Носочная пряжа Карелия от Astra Premium. 75% шерсти, 25% нейлона. В 100-граммовом моточке 400 метров. Еще я на этикетке нашла, что производитель Китай, но сделано на итальянском оборудовании. Стирать только вручную, не гладить. Спицы и крючок использовать 2,5. Но я носочную пряжу уже давным-давно вяжу на двоечке. 2,5, мне кажется, это рыхловато, но, конечно, это зависит от вашей плотности вязания. Номер цвета 1001. К этой пряже я еще заказала в этом же магазине гибкие носочные спицы 2 мм. Немножко запаздывает доставка, поэтому я не могу вам их показать. Как придут, я начну вязать носок и обязательно вам покажу эти спицы. Ниточка такая плотная, плотно смотанная. И скрутка довольно плотная. Я не могу сказать, что нитка какая-то тонкая, такая же, как и вся носочная пряжа. Мне кажется, даже бывает и потоньше, особенно в темных оттенках. Здесь нормальная носочная пряжа, как их всегда. Пряжа такая шерстистая и, я бы сказала, немножко гладкая. Из нее я никогда не вязала, не знаю, как она раскроется после стирки. Но вот пока она мне нравится. Я думаю, она очень красиво должна выкладываться в носках, потому что секции короткие. Я люблю, когда секции короткие, и не люблю, когда есть имитация жаккарда. Здесь я ничего подобного не вижу, поэтому я думаю, носки будут очень даже красивые. Номер цвета еще раз 1001. И вот такая расцветка. Здесь номер цвета 1003. Я взяла специально не темные оттенки. Будем вязать с вами новую пяточку. Вот такую пятку хочу вам показать, как она вяжется. Поэтому взяла оттенки посветлее, чтобы на камеру было видно. Следующая пряжа Панда от Astra Premium. В составе 75% шерсти, 25% бамбука. В 100-граммовом моточке 240 метров. Производитель также Китай, сделано на итальянском оборудовании. Использовать крючок и спицы 3-4, стирать вручную и не гладить. Пряжа довольно плотная, но немного жестковатая. Возможно, жесткость придает бамбук, который находится в составе. Я никогда не вязала из пряжи, у которой в составе есть бамбук. Если бы я не видела бы состав этой пряжи, я бы подумала, что в составе есть лен. Скрутка у пряжи не плотная, и можно сказать, что она почти как ровница. Мне очень нравится этот оттенок. Кстати, номер цвета 410, мятный. Я сейчас жду спицы. Как только я их получу, я начну вязать носочек. Покажу, как выкладывается пряжа. И в следующем мастер-классе будем вязать вместе с вами вот такую пяточку. Пока я ждала новые спицы, я уже связала 2 носка на старых своих спицах, чтобы вам показать, как же выкладывается пряжа в узор.
Получила я новые спицы. Начала уже вязать еще одну пару носков. Вот такие носки вяжу с коротким паголенком, уже на новых спицах. Спицы с довольно длинными и острыми кончиками. Мои старые спицы были с тупыми кончиками, и я сначала думала, что не смогу вязать на этих спицах, буду накалывать палец. Но ничего подобного, мой палец жив и здоров, ничего я себе не наколола. Вначале, конечно, было непривычно вязать, когда вязала резинку и часть паголенка, было немножко дискомфортно, потому что острые кончики, а я всегда спицу вот так толкаю пальцем. И немножко было непривычно. Но провязав буквально немножко, я как-то подпривыкла к этим спицам и дальше уже разницы просто не замечала. Эти спицы длиной 21 сантиметр, мои старые спицы были длиной 23 сантиметра. Но никакого дискомфорта из-за длины при вязании на этих спицах я не испытала. Все петли у меня помещаются. Вязала точно так же, как и на старых спицах. Было удобно, комфортно вязать. Спицы довольно качественные. Я их хорошенько проверила. Вот здесь ничего не цепляется. Спицы не крутятся по отношению к леске. Мои старые спицы немножко крутились, и у меня одна спица сломалась, когда я вытягивала, видимо, за леску сильно потянула, и у меня выскочила леска из спицы. Здесь ничего не крутится, ничего не цепляется. Очень хорошо спицы ходят, ничего не зацепляя. Все гладко. Вот так. Видите, все хорошо очень ходит. Я купила сразу 2 комплекта одинаковых спиц, потому что я очень часто вяжу носочки или параллельно, чтобы они получились одинаковыми, или беру дополнительную спицу, когда поднимаю петли вот здесь из стенки пятки для вязания клиноподъема. И если брать спицы разных производителей, они могут немножко отличаться по толщине, поэтому я всегда беру 2 комплекта совершенно одинаковых спиц. Спицы мне понравились, несмотря на то, что мне поначалу показалось, что они слишком острые, но нет, вязать удобно, комфортно. Длина, в принципе, для моего размера, я вязала на 37-38 размер, мне длины показалось вполне достаточно, и думаю, на большой размер также будет этой длины спиц вполне достаточно. Связала я уже 2 носочка. Буду делать на эти носки отдельный мастер-класс по вязанию именно пяточки. Смотрите, как выкладывается классно узор. Такими короткими штришками, мне очень нравится. Немножко есть отличие только в клине подъема, из-за того, что в клине подъема другое количество петель. Этот носок я вязала на 64 петлях. Этот носок я вяжу на 60 петлях. Узор выкладывается практически одинаково. Здесь также в клине подъема есть отличие в узоре, из-за того, что другое количество петель. Смотрите, как выглядят носочки. И вот здесь отличие в клине подъема. И небольшое отличие есть в мыске, но совсем незначительное. Очень мне нравится, как выкладывается пряжа. Кстати, на пятке также она выкладывается идеально. Здесь у меня связана обычная пятка подкова. Сначала мы вяжем по кругу, а потом переходим на поворотное вязание и вяжем стенку пятки поворотным вязанием. И посмотрите, узор не меняется, он совершенно одинаковый. И на чашечке также у пряжи выкладывается идеально. Кстати, здесь у меня в пятку добавлена ниточка для усиления. Мне очень часто девочки пишут, что почему я добавляю синтетическую нить только в чашечку и не добавляю в стенку пятки. Потому что у меня никогда не протирается стенка пятки, у меня протирается только чашка. Но девчонки пишут, что у многих протирается вот здесь вот стенка пятки из-за того, что такие тонкие носки они выносят в обувь. Поэтому носочки, скорее всего, у меня уйдут в подарок. И я добавляла вот такую синтетическую нить.
Это нить полиэстера. Покупала ее в обычном швейном магазине. Там было очень много оттенков. Я выбрала несколько цветов. И вот этот цвет мне показалось, что идеально подходит к этим носкам. Посмотрите, разницы никакой не видно. Здесь обычная чашка подкова. На нее буду снимать мастер-класс подробный для начинающих рукодельниц. Мысочек обычный ленточный, носки еще не стиранные, специально не стирала, чтобы вам показать, как изменится пряжа после стирки. Мастер-класс на такую пяточку и на такие носочки обязательно я сниму. Кстати, это номер цвета, напомню, 1003. А вот эти носки я вязала из цвета 1001. Также идеально выкладывается пряжа. Здесь на носки я набирала 64 петли, немножко по-другому выложилась пряжа. Видите, такими широкими штришками. На резинке, на паголинке везде идеально выкладывается, даже на мыске идеально выкладывается. Единственное отличие есть в клине подъема. Чуть-чуть расцветка поменялась из-за того, что в клине подъема другое количество петель. Здесь также я добавила в стенку пятки вот эту синтетическую нить полиэстера. Немножко она отличается по цвету, но у меня просто рыжего цвета не было. Я добавила вот эту розовую ниточку. Здесь вязала также чашку подкову, но вязала ее немножко иначе, чтобы перехода от стенки пятки к чашечке было практически незаметно. И здесь вывязывала обратный клин подъема. На такую пятку обязательно будет мастер-класс. Такую же чашечку с таким же клином подъема я вязала вот на таких носочках. Посмотрите, перехода от стенки пятки к чашечке совершенно незаметно. Здесь также вывязан обратный клин подъема. Очень мне понравилась эта пряжа. Я сейчас довяжу вот эти носки, постираю их и покажу вам, как изменится пряжа после стирки. Эти носочки я пока стирать не буду. Буду снимать по ним мастер-класс. После того, как я сниму мастер-класс, я их постираю и покажу, как изменятся эти носочки после стирки. Мои новые спицы от фирмы Hobby Pro длиной 21 сантиметр. Я выбрала толщину спиц 2 миллиметра. Я уже давно такую носочную пряжу вяжу на спицах 2 миллиметра. Меня полностью устраивает плотность вязания до стирки. Как изменится плотность вязания после стирки, я вам обязательно покажу. Кому нужны вот такие гибкие носочные спицы с длинными тонкими кончиками, я оставлю ссылку на эти спицы внизу в описании под видео. Я их покупала на Озон. Одни носочки готовы, я их постирала, высушила. Вот так выглядит пряжа после стирки. Все петельки выровнялись, они как будто стали более плотными, и все пространство между петлями заполнилось пушком. Вот так выглядела пряжа до стирки. Она была с пушком, но после стирки пушка стало еще больше. Когда я стирала носки, мне показалось, что они расползались, увеличивались в размере, но после того, как они высохли, они приняли свой первоначальный размер. Появился пушок, и пушок вот такой вот длинный. Когда я рассматривала пряжу в моточке, мне показалось, что она гладкая. Но когда я связала носки, я убедилась, что пряжа довольно шерстистая и немножко колючая. После стирки колкость никуда не ушла, носки стали еще более пушистыми и более шерстистыми. Но мне на самом деле нравятся колючие носки, потому что я не знаю почему, но мне кажется, что они теплее. Когда у меня мама увидела эти носки, она попросила ей связать носочки точно из такой пряжи. Буду вязать носки на толстые проблемные ноги. Еще я связала образец из панды. Здесь рекомендуемые спицы 3-4 миллиметра.
Я начала вязать образец на 4 миллиметрах, но мне показалось, что полотно получилось такое немножко забитое, поэтому далее я взяла спицы 4,5 миллиметра. Здесь у меня связано по ширине 2 раппорта, половинка раппорта, полный раппорт и еще пол раппорта, и в высоту я связала 2 раппорта. Я измерила образец, сейчас пойду постираю и расскажу вам, как изменилась пряжа после стирки. Это узор а-ля Кучинелли. Здесь у меня дырочки, которые большие, по-разному связаны. Я подбирала способ провязывания от двойного накида, чтобы вам показать в мастер-классе более красивый и удобный вариант провязывания. Итак, пойду я стирать образец и встретимся с вами буквально через секунду. Мой образец готов, я его постирала и высушила. Вот так выглядит образец после стирки. Все петельки выровнялись. Первую часть образца я вязала спицами 4 мм, вторую часть образца вязала спицами 4,5 мм, и мне больше нравится верхняя часть образца. Образец после стирки стал мягче и пластичнее. Образец совершенно не колючий, хотя я очень люблю колючую пряжу, но эта пряжа совершенно не колется. Образец после стирки или не сел, или сел совсем незначительно. Мне кажется, когда я измеряла образец до стирки, я его неправильно измерила. Он у меня был вот такой весь скукоженный, и чтобы мне измерить, мне пришлось его немножко растянуть как по ширине, так и по высоте. И по тем меркам, которые у меня были, у меня получилось, что образец чуть-чуть сел как по ширине, так и по высоте. Но вот так глазом, визуально, мне кажется, образец ни грамма не сел, просто я его неправильно измерила. Когда я стирала образец, он в воде у меня ни грамма не расползался. Когда мы стираем шерстяные изделия, они сильно расползаются в воде, а этот образец какого размера был, такого размера он и оставался. На самом деле меня это очень смутило. Я подумала, что в составе наверняка есть акрил. Но я провела огненный тест, и никакого акрила я не обнаружила. И обратите внимание, как разбухла пряжа после стирки. Вот так выглядит нестиранная пряжа, а вот так выглядит постиранный хвостик нити. Видите, она как разбухла и стала как ровница. Теперь давайте вместе проведем огненный тест. Посмотрите, как рассыпается нагар. Не остается никакого жесткого комочка. Прямо в пыль растираю в руках. Мы когда поджигаем пряжу с акрилом в составе, то образуется такой жесткий комочек, который вначале прямо очень горячий. А тут я прямо сразу беру в руки, и пепел полностью рассыпается. Это доказывает, что в составе нет никакого акрила. И пряжа получается такая хорошо держащая форму. Она не сильно пластичная. Мне кажется, она хорошо подойдет для шапок, у которых такая стоячая макушка. Из этой пряжи я планировала вязать жилет а-ля Кучинелли. Почему я говорю а-ля Кучинелли? Потому что у меня есть фотография оригинального узора. И вот здесь я нашла небольшое отличие. Итак, я еще начала вязать еще одни носочки, уже начала снимать мастер-класс вот по таким носкам с обычной пяткой подкова. Если вам понравились вот эти носки, то переходите в следующее видео, будем вязать такие же носочки вместе с вами. Если понравилось мое видео, то ставьте лайки, пишите комментарии, и я буду ждать вас в гости ко мне на канал Клубок желаний.